Всем привет! Сегодня у нас интересные часы в обзоре. Это часы для плавания, имеющие 200 атмосфер водонепроницаемость. О данных часах я узнал из группы Microbrand Watches на Фейсбуке. Это очень хорошая группа, где очень много интересных моделей от микробрендов. Ссылка будет в описании. Ну, о данных часах я узнал из одного поста, где человек выставил фотографии на запястье данных часов и сказал, что если кому-то интересно, есть часы на распродаже, которые раньше стоили $700. Вот, и сейчас они стоят $300, плюс пересылка, плюс там плата за импорт. Но все равно $300 за швейцарский механизм, за такую непроницаемость, такой дизайн, ну это просто часы с цикла нельзя пройти мимо. Часы пришли без коробки, но с документами, с визиткой самого производителя, Michael Fike. Вот адрес, Palm-Beach. Вот. Часы пришли из США, прислали их UPS. Также была вот такая вот тряпка для ухода Ocean 7. Кроме всего прочего, инструкция. Довольно простая инструкция. Инструкция и доверительные обязательства. Тут написано, что спасибо за покупку. Пожалуйста, делайте сервис часам каждые 4-5 лет. Пожалуйста, держите инструкцию неподалеку, чтобы вы могли посмотреть, как ухаживать за вашими часами. Написано, как заводить часы. Также написано, что нельзя использовать функцию быстрой смены даты между 21 часом и 3 часами ночи. Вот. Также написано заводить головку всегда до конца. Модель LM8, серийный номер 123. Дата продажи 15 января 2020 года. Вот. Условия гарантии. Также исключение из гарантии и так далее. Вот. Давайте, пожалуй, перейдем к самому интересному, так это часы. Если посмотреть на дизайн часов, то они чем-то напоминают, особенно безелем и внутренним безелем. Также они напоминают часы Rolex, Deep Sea, Sea Dweller. Но тут довольно много и самобытных элементов, поэтому нельзя сказать, что это прям стопроцентный хомаж или копия данных часов. Корпус довольно крупный, 45 мм диаметр циферблата, по-моему. Высота 17 мм. У часов от уха до уха огромные 56 мм, поэтому не для каждого запястья данные часы подойдут. Водонепроницаемость 2000 метров, 200 атмосфер. Есть слева клапан автоматического спуска гелия, что для такой водонепроницаемости необходимо. Очень аккуратно сделан циферблат черного цвета, прям не темно-черного, скорее более светло-черного. Есть календарь. Приятно, что они не сделали календарь без метки. Некоторые просто убирают метку на 3 часа и ставят календарь. Здесь есть календарь. Также у календаря есть обводка, рамка. Вот, календарь обычный, цифра 23 черного цвета. То есть обычный диск календаря. Механизм 28-24-2 ETA, 25 камней, 28 800 полуколебаний в час. Как видим, секундная стрелка очень плавно идет. Интересный дизайн. Секундная стрелка, мне нравится то, что кончик оранжевый. Снизу на внутреннем безеле надпись Professional Deep Diver. Сверху надпись Ocean 7. Очень толстое сапфировое стекло с антибликом. Оно плоское, как видим. Но смотрится все равно, я считаю, очень красиво. Если честно, я бы поменял местами надпись. Сделал бы Professional Deep Diver сверху. Мне кажется, так было бы более интересно. Самый большой хайлайт данных часов, мне кажется, это безель, потому что он сделан очень качественно. Кстати, он съемный для чистки. Даже написано в инструкции, что он снимается. 120 кликов. Очень четко переключается, только в одну сторону. Метки и цифры на безеле не светятся, но это ничего страшного, я считаю. Работает очень хорошо. Корпус довольно крупный. Я переставил часы сразу на ремень, потому что из-за такого большого размера
носить на данном браслете их не очень комфортно для меня, потому что запястье не такое большое. Хорошая качественная заводная головка с логотипом Ocean 7. Ну, немножко грубоватая обработка, потому что вот если пальцем провести, то можно, в принципе, кожу шелушить без проблем данной заводной головкой. Там вот даже, по-моему, остались части полиэтилена, когда я снимал всякие упаковочные материалы с них. Заводная головка немного утоплена в корпус, так сказать, такая защита. Вот. Полированные бока, как видим. Сверху материал матовый. Сделано очень интересно. Кроме всего прочего, у нас есть крышка интересная. Ну, как интересно, обычная крышка с логотипом Ocean 7. В начале часы ходили минус 17 секунд или минус 12 секунд. Я их отдал часовщику, он их настроил очень точно. Сказал, что сделал плюс 3 секунды. На самом деле они идут намного точнее. Сейчас я вам покажу, как они ходят. Я замерял программой WatchCheck. Вот до настройки они ходили вот так вот. Точнее, плюс 18 секунд. Плюс 17 до настройки. После того, как мой мастер сделал их, то они ходят, как видите, плюс 0,3, плюс 1,3. Вот с 13 февраля до 23, 10 дней тестировал. Средний ход минус 0,1 секунды в день. Я считаю, это очень круто. Отличный ход. Что еще сказать? Да, ширина 24 мм для ремешка. Покажу вам оригинальный браслет. Браслет, в принципе, неплохой. Единственное, что мне не нравится, вот это звено, они лучше бы сделали его более согнутым. Вот этот элемент, если бы он уходил бы вниз, тогда можно было бы носить людям с маленьким запястьем также. А так получается, если вот мне одеть данные часы, то на руке будет смотреться нелепо, потому что браслет будет просто загинаться. Поэтому я поставил пока что на ремешок. Если ставить браслет, то ставить браслет только с прямым концом. Да, немножко жалко, что нету дырок для быстрого снятия ремешка. Мне кажется, так было бы удобнее. Вот наш клапан для спуска гелия автоматического. Кроме всего прочего, на браслете есть функция быстрой смены размера. Сейчас не буду показывать, потому что они еще в пленках. Браслет в пленках еще. Но вот при нажатии, как я показывал в прошлом обзоре, можно менять быстро длину браслета. Тут есть 3 отверстия для мелкой регулировки браслета. Бакли сделаны довольно качественно, как вы видите. Хорошо защелкивается. Браслет не очень толстый, что очень хорошо, потому что если бы он был слишком толстый, тогда часы были бы еще более толстые. А так они, в принципе, даже с браслетом не сильно тяжелые. Но я поставил их на ремень, потому что на ремне, мне кажется, они смотрятся более интересно. Также есть логотип Ocean 7 на бакле, как видим. Не очень понравилась мне обработка в местах, где крепится браслет. Видите, вот такая стружка металлическая. Там, где должны быть шпильки. Вот это, конечно... Ну, это не видно, но если знаю, что оно есть, конечно, не очень приятно. То есть обработка оставляет желать лучшего в этих местах. Да и, в принципе, вот в этих вот конечных звеньях тоже. Что еще рассказать? Покажу вам, как они смотрятся в сравнении с амфибией по размеру. Вот. Амфибия, в принципе, не намного меньше, но за счет вот этих вот ушей, конечно, носить амфибию намного более приятно, потому что она лучше лежит на руке. Вот. Ну а вот эти часы, за счет больших ушей, конечно, носить их на браслете оригинальным я не буду. Пока что они в коллекции останутся, посмотрим, как будет дальше. Очень интересные, я считаю, часы за $300. Очень хорошие. Хорошая светомасса. Super Luminol C3. Конечно, не сравнится с русской светомассой. Более крупной зернистости. Вот. Мне нравятся стрелки. Хотелось бы, конечно, чтобы часовая стрелка была более толстая.
потому что минутная прям очень большая, часовая прям немного, мне кажется, мелковато. Ну, вот так, в принципе, считаю, интересные часы. Отличное дополнение коллекции, особенно для тех, у кого нет швейцарских механизмов в коллекции. Ну, за $300 получить такой механизм с такой точностью, я считаю, это очень круто. Часы обязательно пройдут испытания на водонепроницаемость в реальных условиях. То есть в отпуск они уже записаны как кандидат для тестов. Интересный, хороший ремень я подобрал, я считаю, очень подходящий по цвету к данным часам. Он 24 мм по всей длине. Ссылка также будет в описании. Сделаны часы очень аккуратно, очень красиво. Нравится мне стекло. Отличный ход. За счет того, что они сейчас так точно настроены, я думаю, они точно останутся в коллекции навсегда, потому что, действительно, ход очень хороший. Автоподзавод работает очень хорошо, надолго хватает. Сделано качественно. Безель. Вот пимпа безеля тоже. Все сделано на уровне. Я думаю, это будет хорошо держаться. Безель керамический. Если какие-то есть вопросы по данным часам, пишите в комментарии. Мне они очень понравились. После настройки хода они стали настоящим хронометром, я считаю. В разных положениях не больше 3 секунд у них разница в ходе. Очень качественная, я считаю. Крышка не сильно толстая, поэтому на руке часы очень хорошо лежат. И за счет не очень большого веса они приятные в носке, в повседневной. Дизайн циферблата мне тоже нравится. Нравится, что каждая из меток имеет такую серебристую каемку. Под разным углом видно. Такую же каемку, как у стрелок. Сделано все очень аккуратно. На сегодня, пожалуй, все. Я надеюсь, вам понравились данные часы. Желаю вам всем точного хода и хороших часов. До новых видео. Пока.